Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем потрясающий вкусный торт-грильяж. Все, кто его пробует, просят у меня рецепт и остаются от него в восторге. Хотя рецепт очень простой, торт делается несложно, получается высокий, большой, с насыщенным вкусом. Рекомендую попробовать. Отделяю белки от желтков. Как всегда, белки должны быть в чистой сухой посуде, без капли жира и влаги. Отдельно желтки, а белки сразу я вбиваю в чашу миксера. И взбиваю на высокой скорости до пышной пены. Далее добавляю щепотку соли и тоненькой струйкой всыпаю сахар. Добавляю пакетик ванильного сахара и буду взбивать до плотности. Затем добавляю сюда желтки и взбиваю еще 1 минутку до пышности и до соединения всех ингредиентов. Затем я муку смешиваю с какао и просеиваю во взбитые яйца. Очень аккуратно силиконовой лопаточкой снизу вверх перемешиваю. Быстро, четко, долго не мешаем, чтобы масса не осела. Я буду использовать аммоний. Очень часто меня спрашивают, как он выглядит и где я его беру. Покупаю я его в обычных супермаркетах, в отделах, где все для выпечки. Если у вас нет аммония, используйте разрыхлитель. Аммоний придает выпечке пышность и воздушность. Я беру 1 чайную ложку, гашу столовой ложкой уксуса. Аммоний имеет довольно такой резкий запах, и вот когда уксусом гасить, он хорошо испаряется, этот запах. А также можно и не гасить, а просто выпекать бисквит, и этот запах при выпечке он тоже улетучивается. Далее я застилаю форму для выпечки пергаментом, выкладываю сюда все тесто. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов. Бисквит будет выпекаться 35-40 минут в зависимости от вашей духовки. Проверяйте на готовность деревянной шпажкой. Пока выпекается бисквит, я на сухой сковородке поджарю арахис. Никуда не отхожу, так чтобы он слегка только подзолотился, но не подгорел. И сразу же выкладываю его в тарелку, чтобы он остыл. И далее мне понадобится крекер шоколадный. Здесь у меня ровно 200 грамм. Его нужно просто поломать. Не на совсем мелкие кусочки, а вот так вот довольно крупно, как я. И также плитка шоколада у меня черный. Я ее разрезаю на небольшие кусочки. Бисквит у меня испекся, я его достаю из формы и оставляю остывать на решетке, а пока готовлю крем. В чаше миксера у меня мягкое сливочное масло, которое я заранее достала из холодильника. Я его взбиваю до белого пышного состояния, а затем по 1 столовой ложке добавляю сюда вареное сгущенное молоко. И продолжаю взбивать до пышной однородной массы. Вот так вот лопаточкой помогаю, снимаю все со стенки, и крем готов. Довольно он пышный такой получается, очень вкусный. В него я добавляю жареный арахис, шоколадный крекер и шоколад. И всю эту массу перемешиваю. Вот такая вкуснота получается, которую уже просто так хочется съесть. И далее, теперь уже бисквит у меня полностью остыл, довольно высокий получился. Я его разрезаю на 2 части. Собираю торт. Выкладываю 1 бисквит, я вверх выложила на дно, так чтобы потом у меня низ оказался сверху и тортик был ровный. Сразу же выкладываю сюда всю эту массу, кремовую, которую, да, мы все сделали, вот смешали, очень вкусненько. Так я раскладываю равномерным слоем, распределяю и накрываю 2-м коржом. Для украшения торта я буду использовать шоколад, я его растоплю на водяной бане вместе с растительным маслом. Поливаю сверху тортик, распределяю, и все готово. Нужно убрать его на несколько часов в холодильник, чтобы внутри крем стабилизировался, и далее уже можно разрезать и пробовать. Торт получается довольно большой, его хватает на большую компанию, на торжество.
Ну, в общем, друзья, обязательно выпекайте. Я думаю, что нет сомнений, что этот тортик вкусный. Единственное, что хотелось бы мне заметить, что пока торт свежий, пока вот только-только его сделаешь, и вот этот вот крекер внутри, он действительно хрустит. Но потом, когда торт постоит, то, конечно же, крекер набирается влаги, он становится мягким. На вкусе торта это не отражается, он его не портит, но уже не хрустит. Я хочу, чтобы вы это заметили и потом не писали мне в комментариях. Благодарю за просмотр, за поддержку. Всем мира и добра. Пока.